Приступаем к работе. Будем сегодня в этом видео вязать вот такие вот прелестные пинеточки. Я связала их цветом на девочку. Вы можете связать такие же, только на мальчика. Впереди я handmade прикрепила ручная работа. Вот такие у меня всякие разные есть на кнопочках. Можно здесь пришить, просто сшить. Тут есть дырочки, вот. Просто в эти дырочки пришить, если у кого нету кнопочек. Спица номер 3, пряжа 130 метров, 50 грамм. Здесь у меня размер, сейчас покажу. Итак, размер у меня 12 сантиметров. Приступаем к работе. Набираем 32 петли и вяжем один ряд лицевыми петлями. Десять. 20. 30. 31. 32. 33. 34. Пряжа у меня китайская, девочки. Вот такая вот. 100 грамм акрил Маденхина. На 30 градусов стирать. Тут метража тут не указано, ничего нет. Но я так по толщине смотрю. Вроде как обычно, какой мы вяжем. Так, набрали 34 петли. Первую петлю снимаем. Дальше вяжем лицевыми. И последнюю петлю вяжем изнаночной. Следующий ряд мы вяжем, одну снимаем, 1 лицевая, накид и 14 петель. 1, 2, 3, 4, 14. Накид 2 лицевые, накид 14, остается 2 петли, накид, 1 лицевая и изнаночной петлей вяжем кромочную. Дальше, следующий ряд мы вяжем полностью весь ряд лицевыми петлями. У нас будут попадаться тут накиды. Накиды мы вяжем вот за заднюю стеночку. Вот, чтобы петля перекрутилась, видите? Дальше вяжем лицевыми до конца ряда. Следующий ряд снимаем кромочную. Всегда кромочная снимается. Дальше 2 лицевые, накид 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Накид 4. Накид 14,
накид 2 и кромочная. Следующий ряд все петли лицевые. Дальше третья прибавочка, всего будет 5 прибавочек. Снимаем кромочную, вяжем 3, накид 14, накид 6, накид 14, что-то не провязала петлю, накид 3 и кромочная. Четвертая прибавочка, 4, ой, какая четвертая прибавочка, нам же их провязать надо, куда-то я тороплюсь. Так, все петли лицевые вяжем, накиды за длинную долечку петли, здесь там я накид неправильно сделала, у меня получилось, я вот, если кто такой накид делает, значит вот так вот надо вязать, все равно, чтобы петля перекрутилась. Мы делаем другой накид, мы берем снова за короткую петлю, чтобы, видите, нет, дырочки нету. Дырочки нам нужны будут, если мы будем со шнурочком вязать, для шнурочка нужны нам будут дырочки, тогда мы просто вот так вяжем. Дальше четвертая прибавочка. Четвертая, да? Снимаем кромочную. 1, 2, 3, 4. Накид 14. Накид 8. Накид 14. Накид 4. За счет накида у нас, вот видите, вот так формируется подошивка. Дальше вяжем все петли лицевые, не забываем про накиды. Дальше последняя, пятая прибавочка. Снимаем кромочную. Дальше 5 петель. Накид 14. Накид 10. Накид 14.
накид 5. И следующий ряд все петли лицевые. Итак, мы провязали еще пару рядов. Хвостик у нас от набора петель с левой стороны, рабочая ниточка с правой стороны. И здесь у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 дорожек. 7 дорожек. Дальше мы вяжем 4 ряда лицевыми петлями, вернее, чулочной вязкой. С этой стороны лицевые, изнаночные петли. На спице у нас 54 петли. Вяжем до конца ряда лицевыми. Итак, провязали мы 4 ряда. Если кому хватит на мысик, значит оставляйте 4. Я провяжу еще 2 ряда. 1 ряд лицевыми и 1 ряд изнаночными, чтобы тапочек был немножко глубже. Вот такой вот. Если кто хочет, чтобы тапочек был немножко меньше, мельче, может быть, кого-то ножка поменьше, значит оставляйте вот столько. А я еще провяжу ряд лицевыми и ряд изнаночными. Итак, что мы дальше делаем? Дальше мы будем вязать серединку. Это очень красивый мысик, я вообще обожаю такие мысики. Значит, провязываем 22 петли. Вот тут мы провязываем 22 петли, потом 2 раза по 2 вместе, в серединке 2 петли, снова 2 раза по 2 вместе и опять 22 петли. Провязываем 22 петли. 2, 3, 4, так, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Двадцать, 21, 22. 2 петли вместе, 2 петли вместе, 2 петли просто снимаем, не провязывая. Следующие 2 петли переворачиваем, вот так, и провязываем слева направо. И еще 2 петли переворачиваем и провязываем слева направо. И дальше 22 петли. Следующий ряд вяжем все петли лицевые. Снятые тоже вяжем я сказала, вяжем лицевыми, да? Вяжем полностью по изнаночному ряду все петли изнаночные. И, девочки, болею, простите, если я тут заговариваюсь или еще что-то. Уже 2-ю неделю не могу прямо. Чувствуется, да, мой голос не такой. И 2 снятые петли тоже вяжем изнаночными. Какой-то узелок. Некрасивый узелок. Так, я сейчас его разрежу и красиво его завяжу.
изнанки заделаю. Так, вяжем изнаночными. Так, дальше мы вяжем 20 петель. 1, 2, 3, 4. Двадцать. 2 вместе, 2 вместе, 2 снять, дальше 2 петли переворачиваем, 2 вместе, снова 2 петли переворачиваем, 2 вместе, и дальше вяжем 20 петель. Так, дальше мы вяжем все петли изнаночные, полностью весь ряд вяжем изнаночными петлями. Так, следующий ряд мы вяжем 18 петель. Две вместе, 2 вместе, 2 снимаем, 2 переворачиваем, 2 вместе, 2 переворачиваем, 2 вместе и 18. И назад мы вяжем изнаночными. Итак, мы убавили 3 раза, еще убавляем 2 раза. То есть мы сейчас вяжем 16, потом 14 петель и убавляем до тех пор, чтобы на спице было первоначальные 34 петли. Вот такой у нас получается мысик. Убавляем сейчас, мы вяжем 16, 2 вместе, 2 вместе, 2 снимаем, 2 раза по 2 вместе и 16, назад изнаночными и 14. Итак, я провязала все ряды, у меня на спице 34 петли. Вот такой у меня мысик. И теперь мы вяжем 2 ряда чулочной вязкой, то есть 1 ряд лицевыми по изнаночной, ряд изнаночными петлями. Второй ряд вяжем все петли изнаночные. Дальше, кто хочет связать их на шнурочках, значит сейчас
вы снимаете первую петлю, дальше вяжете 2 вместе накид, 2 вместе накид, 2 вместе накид до конца ряда. И назад вы все петли вяжете изнаночными. Накиды вяжем обычной петлей, чтобы дырочка получилась. И у вас тут будет шнурочек, можете втянуть потом сюда. Я сделала без шнурочка, такие типа ботиночками. Вот. И дальше вяжем по желанию каждый ряд лицевыми петлями. Я провязала 5 дорожек или же 10 рядов и закрыла по лицевой стороне все петли. Вяжем по желанию. Кто хочет со шнурочком, потом можете закончить, или все петли лицевые, или резиночкой, как хотите. Я провяжу 10 рядов лицевыми петлями. Сейчас вяжем лицевыми, по изнаночной вяжем также лицевыми. Каждый ряд вяжем лицевыми петлями. Итак, я закрыла все петли. Теперь у меня есть к вам предложение. Можете сшить как этот и по готовому набрать в эти косички, или можете в одну дальнюю косичку взять, на круговых спицах, на этих вот коротких спицах взять 5 спиц таких вот коротких носочных и провязать резиночку 2 на 2, чтобы она была, отгинать ее. Можете здесь сейчас сразу, только закройте сначала, взять белую ниточку, и белая будет вообще хорошо, красиво будет смотреться вот белая ниточка. И набрать здесь петли, здесь у нас 34 петли, и также провязать резиночку 2 на 2, и потом только шить резиночку, а потом уже пинеточек шить. Это как вы хотите. Дальше я возьму крючок, и вот самую первую верхнюю петлю протяну ниточку и сразу смотрим, чтобы она совпала, чтобы она была ровненькая. Теперь 2 половинки косички с одной стороны и 2 половинки косички с другой стороны. И протаскиваем. Вот так вот. Если вам удобнее сшивать иголочкой, то можете сшить иголочкой. Мне удобно крючком. Вот так у нас получается вот такой шовчик. Итак, мы сшиваем с одной стороны и потом подошву. Сшили мы вот сюда. Теперь осталось нам сшить саму подошву. Я здесь завяжу на 2 узла. И дальше мы сшиваем. Вот берем 2 половинки, видите, тоже с одной и с другой стороны. Подошва получается очень мягкая, шва абсолютно не слышно. Кто говорит, шов грубый, это может быть вы так сшиваете, что у вас он получается грубый. Я сшиваю так, что он вообще не чувствуется. Сама вязка бывает грубее, чем сам шов. Кто шьет так, как я вот показываю, тот убедится и меня поддержит. Только никакие лишние ниточки не затрагивайте. Только берите чисто петли, без всяких дополнительных там ниточек. Так. Шили пару стежков. Прошьем назад. Затянем. Еще раз. Отрезаем ниточку. Отрезаем здесь ниточку. Смотрим наши швы. И вот шов на подошвке. Он очень мягенький, его даже не чувствуется. Ребенок, тем более на ушках, еще не стоит. Дальше, что мы делаем? Вот у нас тут
петли. Берем мы ниточку. Это тоже опять же по желанию. Вводим крючок в одну петлю, вытаскиваем и вяжем полустолбик. Воздушная петля, накид, следующую петлю вытаскиваем и провязываем 2 петли и накид. Накид, следующую петлю вытаскиваем и провязываем. Накид, вытаскиваем и провязываем. Снова же по желанию. Хотите — обвязывайте, хотите — не обвязывайте. Получается вот такая вот обвязочка. Так, вот смотрим, я делала на другие колодочки. Вот такие у нас получились пинеточки. Ну а теперь украшения, как вы хотите. У меня вот есть так, handmade. Здесь защелкиваем. И то же самое здесь. Если стирать, то можно и снять, постирать и опять защелкнуть, если есть такое желание. Вот такие пинеточки у нас получились, девочки, сегодня в нашем видео. Вот подошивка. Вот такая красота. Я вам желаю удачи, вяжите. Кому понравились, пишите комментарии. Я буду очень рада. Сегодня буду прощаться. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч. Всем пока-пока.